Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот капельки. Их можно использовать в создании узоров, цветы выкладывать или еще что-нибудь. Для серединки капельки заранее нужно связать вот такую вот ягодку. Мастер-класс по ягодке у меня есть. Нам, как всегда, понадобятся нитки Макси, из которых мы вяжем все платье, и крючок 1,05. Начинаем вязание мы с вами с изготовления шнура гусенички. Поднимаем нитку, делаем первую петлю, делаем 2 воздушные петли, 1, 2. Во вторую петлю от крючка вводим крючок и провязываем столбик. Простой столбик без накида. Провязали. Поворачиваем работу от себя. Вот так вот поворачиваем. И вот здесь вот видим маленькую петелечку одну. И тоже вводим в нее крючок и делаем столбик без накида. Да? Снова поворачиваем работу. И третий столбик мы уже видим вот здесь сбоку 2 петельки. Вдеваем в них крючочек в 2 петельки. И третий столбик мы делаем уже за эти 2 петельки. И все последующие столбики поворачиваем и делаем за 2 петельки. Это 4-й столбик. 5-й тоже за 2 петельки. И таким образом мы с вами вяжем 120 столбиков. 120. Итак, мы связали шнур 120 столбиков. Теперь продолжаем вязать. Вводим крючок в следующую петлю и делаем вот так вот, протягиваем за один раз. Это соединительная или глухая петля. И делаем таких петель 10 штук в каждую следующую. 2, 3, 9, 10. Вот мы провязали с вами 10 соединительных петель по шнуру. Теперь берем заготовленную заранее ягодку. Видео по этой ягодке у нас есть. И начинаем ввязывать ее вот сюда в серединку. Вот нам нужно ее здесь разместить. Сейчас мы с вами провязали вот эти вот 10 петелек соединительных. Теперь делаем 3, 1, 2, 3 накида на крючок. 3. Поворачиваем ягодку к себе вот так вот этой вот стороной. Изнаночкой к себе поворачиваем. И вводим крючок между узелками ягодки. Вот здесь 2 петельки есть, вот между узелками вводим. И провязываем вот этот вот столбик с 3 накидами. Провязываем. 2. Вот каждый накид за один раз провязываем. И вот у нас с вами получается столбик с 3 накидами. Вот мы с вами провязали столбик с 3 накидами в ягодку. Оставляем ягодку и снова берем в руки шнур. И продолжаем вязать соединительные петли в шнур 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5. Снова берем в руки ягодку, перехватываем и делаем 2 накида. Делаем 2 накида на крючок и провязываем между следующими узелками 2, провязываем столбик с 2 накидами. Вот так, 2, 3, 4. Вот мы провязали с вами столбик с 2 накидами, с 3, с 2. И снова поворачиваем шнур к себе и в шнур делаем 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5.
Снова поворачиваем к себе ягодкой и делаем столбик с одним накидом. С одним накидом. Между следующими двумя узелками вводим крючок за 2 петельки и делаем столбик. Уже с одним накидом, да? Снова в шнур делаем 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова берем ягодку. Путается ниточка, но это не страшно. Делаем накид и делаем следующий столбик между узелками в ягодку. 2 в 3 приема получается. Снова поворачиваем шнур к себе и делаем следующие 5 соединительных петель по шнуру. 1, 2, 3, 4, 5. Снова поворачиваем ягодку, в руку берем, делаем накид и между узелками провязываем следующий столбик с одним накидом. Так, и снова провязываем 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова поворачиваем ягодкой к себе и делаем накид и провязываем между следующими узелками столбик с накидом. Провязали, снова повернули и снова столбик, ой, не столбики, а 5 петель соединительных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова поворачиваем ягодку к себе и делаем еще один столбик с одним накидом. 1, 2, 3 в 3 приема. И снова 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот смотрите, что мы получили. Мы провязали первый столбик с 3 накидами, с 2 накидами и 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Теперь нужно связать следующий столбик с 2 накидами и следующий с 3. Значит, сейчас у нас еще 2 столбика остаются. Этот столбик мы вяжем с 2 накидами. 2 накида. Вводим крючок между узелками на ягодке и провязываем столбик с 2 накидами. Каждый накид провязываем последовательно. Вот, провязали. Теперь еще 5 соединительных петель по шнуру. 1, 2, 3, 4 и 5. И завершающий столбик провязываем с 3 накидами. 1, 2, 3 накида на крючок. Вводим крючок между столбиками и провязываем, между узелками и провязываем столбик с 3 накидами. Вот так мы, ой-ой-ой. Вот так мы с вами ввязали ягодку внутрь нашей капельки. И дальше до конца шнура просто довязываем 10 соединительных петель. 1, 2, 10. Вот мы с вами ввязали в нашу капельку ягодку. Теперь нам нужно соединить капельку и связать по краю вот такие вот узелочки. Для этого мы с вами поворачиваем вот таким образом изнаночкой к себе нашу капельку и соединяем
соединительной петлей краешки, да, вот так вот соединили. Теперь вот у нас петельки нашего шнура, мы начинаем в них вязать узелочек. Узелочек вяжем просто, вытягиваем петельку, делаем накид, вытягиваем из этой же петли следующую петельку и снова делаем накид и вытягиваем еще одну петельку. Теперь протягиваем через все петли на крючке рабочую нить, закрепляем рабочую нить и в ту же самую петлю делаем соединительную петлю. Вот так вот сделали. Вот у нас с вами получается такой узелок. В следующую петлю делаем соединительную петлю. Вот. Дальше следующая петля на шнуре, в нее снова делаем узелок. Вытянули, накид. Снова вытянули из той же петли, накид. И из той же петли третий раз вытянули и провязали, протянули ниточку, закрепили ниточку, вот так. И в ту же самую петлю, из которой мы все вытягивали, делаем соединительную петлю. Соединили. В следующую петлю делаем тоже соединительную, аккуратненько. Вот так. И вот у нас с вами получаются вот такие вот узелки. Вот такие узелки мы с вами должны провязать по всему периметру нашего шнура с наружной стороны. Хвостик ниточки, вот мы с вами вяжем, а вот здесь вот в начале у нас хвостик ниточки. Его нужно заправить в иголочку и закрепить вот в этот вот шнурочек. Вот смотрите, мы соединим с вами его и закрепим хвостик. И обрезаем его. И продолжаем вязать наши узелки вот по всему кругу, да, вот мы вяжем эти наши узелочки, вот так они выглядят с лица, и продолжаем вязать до конца наши узелки. Еще один узелочек провязываем в самую крайнюю петелечку, 2, 3, протягиваем, закрепляем и глухой петлей закрепляем в основании узелка. Все, вот мы провязали последний узелочек, уже больше места нету. И теперь обрезаем ниточку и протягиваем ее, закрепляем и закрепляем в шнур наш хвостик ниточки. Так, закрепляем и обрезаем нашу ниточку. И вот у нас получилась с вами еще одна такая вот капелька. Вот давайте посмотрим, какие капельки у нас с вами получились. Вот такие вот капельки, из которых мы с вами можем составить какую-то композицию. Вот у нас получились такие вот капельки, которые мы с вами можем использовать для создания узоров любого нашего изделия. С вами была Людмила Вдовиченко. До свидания. Желаю вам творческих успехов.